Иван любил эту пору в тайге. Начало июня, когда зелень становится настолько густой и сочной, что кажется, будто сам воздух окрашен в изумрудные тона. Он работал в заповеднике уже 12-й год. За это время он научился читать лес, как открытую книгу. По примятой траве понимал, куда шел лось, по едва заметным чешуйкам коры, чесался ли здесь кабан. Но сегодня книга леса внезапно захлопнулась. Он шел по старой тропе, ведущей к метеостанции, когда мир вокруг него внезапно выключил звук. Это была та самая мертвая тишина, от которой у опытных таежников холодеет затылок. Птицы, только что заливавшиеся на все лады, смолкли в один миг. Даже ветер, казалось, перестал шелестеть в верхушках старых лиственниц. Иван остановился, чувствуя, как по спине пробежал неприятный холодок. Рука машинально легла на рукоять ножа на поясе, хотя он знал, против того, кто заставил лес замолчать, нож — лишь слабая утеха. Внезапно тишину прорезал звук. Это не был рык или треск. Это был тонкий, почти детский писк, полный такого отчаяния, что у Ивана дрогнуло сердце. «Медвежата!» — одними губами прошептал он. Он осторожно свернул с тропы. Двигаться тихо в густом подлеске — искусство. Иван переступал через валежник, мягко ставя ногу на мох, обходя сухие ветки. Писк повторился, на этот раз громче, переходя в жалобное поскуливание. Иван раздвинул ветви густого малинника и замер. Перед ним была небольшая поляна, залитая пятнами солнечного света. В центре, у подножия огромного вывороченного с корнями кедра, прижавшись друг к другу, стояли два медвежонка. Совсем крошечные, сиволетки, они казались золотистыми комочками меха в лучах солнца. Их маленькие лапы дрожали, а глазки-бусинки были полны ужаса. А вокруг них, подобно серым теням, плавно и неотвратимо кружила смерть. 5 волков. Это была слаженная, опытная стая. Они не торопились. Волки знали, что добыча никуда не денется. Вожак, крупный зверь с облезлым ухом и холодными, как арктический лед, желтыми глазами, медленно сокращал дистанцию. Его собратья заходили с флангов, отрезая медвежатам путь к отступлению в густые заросли. Иван почувствовал, как внутри закипает странная смесь страха и ярости. По закону тайги он не должен был вмешиваться. Природа сама разберется, твердили учебники и наставления старых егерей. Но видеть, как эти серые убийцы готовятся растерзать малышей, было выше его сил. Один из медвежат, тот, что был чуть покрупнее, вдруг сделал то, чего Иван не ожидал. Он оттолкнул брата назад к корням дерева и, встав на задние лапы, издал тонкий неокрепший рык. Это было самоубийственно храбро и бесконечно печально. Крошечный защитник против стаи матерых хищников. Вожак волков лишь оскалился. Для него этот жест был лишь признаком того, что игра затянулась. Он припал к земле, готовясь к решающему прыжку. Мышцы под его серой шкурой перекатились, как стальные тросы. Иван уже потянулся к карману, где лежал сигнальный пистолет. Единственное, чем он мог напугать стаю, не убивая. Пальцы коснулись холодного металла, но в этот момент лес взорвался. Тяжелый утробный треск ломающихся деревьев заставил землю под ногами Ивана вздрогнуть. Волки мгновенно замерли, их уши прижались к головам. Из тени ельника, буквально проламывая себе путь сквозь густую поросль, вылетела огромная медведица. Она не просто вышла, она ворвалась на поляну, как сошедшая с гор лавина. Иван никогда не видел зверя таких размеров. Ее шерсть была взъерошена, на левом боку виднелась глубокая, сочащаяся кровью рана, видимо, результат недавней схватки, которая и разлучила ее с детьми. Но сейчас боль для нее не существовала. Медведица издала такой рев, что у Ивана заложило уши. Это был не просто звук, это была физическая волна ярости.
Вожак волков попытался огрызнуться, отпрыгнув в сторону, но медведица была быстрее, чем можно было ожидать от такого массивного существа. Ее лапа, размером с добрую сковороду, с выпущенными когтями-кинжалами, ударила в то место, где секунду назад стоял волк. Удар был такой силы, что верхний слой дерна вместе с травой просто улетел в кусты. Она не стала преследовать вожака. Одним мощным прыжком она оказалась рядом с медвежатами, закрыв их своим телом. Теперь перед волками стояла не просто добыча, а живая крепость из мышц, когтей и материнского инстинкта. Медведица низко, вибрирующе зарычала. Этот звук пробирал до костей. Волки начали кружить, пытаясь найти слабое место, но медведица постоянно поворачивалась к ним, ни на секунду не открывая спину. Она была готова убивать и умирать. Стая медлила, вожак смотрел на медведицу, оценивая риски. Еда — это хорошо, но сломанный хребет или выпущенные кишки — слишком высокая цена за обед. Он тихо зарычал, подавая сигнал своим. Желтые глаза в последний раз сверкнули ненавистью, и волки один за другим начали растворяться в подлеске, словно их и не было. Только примятая трава напоминала о том, что здесь едва не разыгралась трагедия. Поляну снова накрыла тишина, но теперь она была другой, живой и облегченной. Медведица не расслабилась сразу. Она еще несколько минут стояла, тяжело дыша, и ее бока ходили ходуном. Кровь из раны на боку капала на зеленую траву, но она, казалось, не замечала этого. Потом она обернулась к медвежатам. Те, почуяв тепло и запах матери, жалобно запищали и бросились к ней, зарываясь мордочками в ее густую шерсть. Мать осторожно, почти невесомо обнюхала каждого, легонько подталкивая носом, проверяя, все ли в порядке. В ее движениях теперь не было ярости, только бесконечная нежность. И в этот момент она подняла голову. Иван замер, боясь даже дыхнуть. Он стоял всего в 15 метрах, прикрытый лишь кустами малинника. Медведица смотрела прямо на него. Ее маленькие глаза, еще минуту назад горевшие огнем убийства, теперь были спокойными и бесконечно глубокими. В этом взгляде Иван прочитал странную вещь. В нем не было дикости, было осознание. Она знала, что он здесь. Она знала, что он видел все. И, возможно, она чувствовала, что человек был готов помочь, даже если его помощь была бы ничтожной. Несколько долгих секунд они смотрели друг на друга. Человек, вооруженный знаниями и технологиями, и зверь, воплощающий в себе первозданную силу природы. В этот миг между ними не было вражды, только молчаливое признание права друг друга на существование. Медведица коротко фыркнула, словно ставя точку в этом разговоре. Она подтолкнула медвежат мордой, указывая направление, и маленькая семья начала медленно уходить вглубь леса. Иван смотрел им вслед. Золотистые спинки малышей мелькали в высокой траве, пока окончательно не скрылись за стволами вековых елей. Лес возвращался к жизни. Снова запел зяблик, где-то вдалеке застучал дятел, а легкий ветерок принес запах хвои и влажной земли. Иван опустился на поваленное дерево и почувствовал, как у него дрожат руки. Он достал из кармана блокнот «Като-то-то», который всегда носил с собой для записей наблюдений, но так и не открыл его. Какие слова могли описать то, что он только что видел? Никакие цифры, координаты или биологические термины не могли передать ту мощь, которую он ощутил. Сегодня он не просто наблюдал за природой. Он коснулся ее сердца. Поднявшись, Иван поправил рюкзак и пошел обратно к тропе. Он знал, что этот день изменил его. Тайга больше не была для него просто местом работы или набором биологических видов. Она была живым существом, суровым, порой жестоким, но способным на такую самоотверженность, которой стоило бы поучиться и людям. Солнце клонилось к закату, окрашивая верхушки деревьев в золото.
Иван шел по тропе, а в его голове все еще звучал тот мощный защищающий рев, который сегодня спас две маленькие жизни. Жизнь продолжалась, и в этом лесу под защитой огромных лап все было так, как и должно быть.